Ничего себе, там настоящий водопад, смотрите, вдалеке. Я пришел в парк, да, в центральный парк. Сегодня же праздник, что-то должно быть. Вот в этой турецкой шляпе, которую мы с Сашей нашли на улице, ехали на велосипеде и нашли в Кемере, недалеко от Анталии, нашли вот эту шляпу прямо посреди проезжей части. С утра сегодня у меня, друзья, я думал, я заболел вот конкретно так, ну, надолго. Сопли, горло болело. Сегодня думал прогуляться в соседний большой город, но не поехал, потому что у меня, в общем, такое состояние было с утра, такая акклиматизация, знаете, сопли и горло болело. Ну вот, как-то после обеда более-менее вот так все стало нормально. И я решил все-таки пойти погулять. Вот такое красивое кафе, бургерное, да, там вот, хот-доги. Я здесь первый раз, еще не был я в этом парке. Пройти от центрального рынка, рынок вон там, в той стороне рынок, а здесь вот парк. Смотрите, здесь фонтан, и люди гуляют, сегодня праздник. Здесь 2 дня праздник, выходной, 2 дня выходные. Не считая, то есть, законных выходных, те, которые суббота-воскресенье, обычных выходных. Плюс еще 2 дня выходных, таких дополнительных, праздничных. Это в честь Дня независимости. О, смотрите, фонтан. Красота. Здесь огромная скульптура вот такая. Красивая скульптура. Метров 15, наверное, высотой. Фонтанчик. Плитка мраморная. Здесь вот такая плитка, как в Турции. В Турции везде вот такая. Вот такие дорожки. В Анталии. Фонтанчик. Сейчас обойдем и посмотрим, что там есть дальше в глубине парка. Это как бы так и называется. Центральный парк культуры и отдыха. Как во Владивостоке было у нас тоже. Центральный парк культуры и отдыха. Потом церковь забрала себе этот парк, построила там храм. Ну и, собственно, там уже ничего нету. Никаких аттракционов для детей, ничего нету уже. Там просто храм и все, что касается этого храма. Вот, помните, вот такие штуки в Турции, в Анталии были тоже. Да. Здесь вот такая дорожка. А по бокам магазинчики. Вон кафе, я вижу. В общем, все есть, смотрите. Такое кафе. Вы можете здесь поесть. На велосипеде вот люди катаются. Хорошо здесь. А тут тир, пострелять можно. Потренироваться в меткости стрельбы. Да, красота. Вот, идем за парнем на велосипеде. Здесь игрушки. Китайские в основном игрушки. Видите? Да, китайские игрушки. Тут можно сфотаться. Вот. Ну, а везде музыка. Будет эту музыку слышно у меня на записи. Придется вырезать музыку с помощью нейросети. Там он еще фонтан один впереди вижу. Меня начинает мутить, я просто смотрю на них, и меня мутит сразу. У меня вестибулярный аппарат, друзья, не очень. Еще фонтанчик один.
Смотрите, какое здание красивое. Как будто какой-то музей. В таком каком-то восточном, даже в корейском стиле. Но это какое-то государственное учреждение. Там вон флаг Узбекистана я вижу. Все, друзья, я вышел из парка и продолжаю ходить здесь по Фергане, знакомиться с городом. Просто так не перейдешь дорогу. Только по подземному переходу. Почему-то я вспомнил, там в центре Дели, где Канат Плейс, вот рядом, там где Джампат, помните, улица Джампат и улица, и там еще есть улица Льва Толстого. Там тоже вот похожий переход был. С улицы Льва Толстого через переход попадаешь на этот Джампат, рынок. Такой туристический чисто рынок, туда всегда этих туристов, которые группами ездят в Индию, их туда привозят на этот Джампат постоянно. Там всякий туристический хлам, какие-то картины, всякие там вышивки, футболки с индийскими божествами, которые индусы не носят вообще, только туристы носят эти футболки. Ну просто вот центр города, большая красивая дорога, проезжая часть, широкая, и здесь какое-то кафе, но все вот такое, как в Европе. Бук-кафе написано. Книжное кафе. Смотрите, какой зеленый город, да? Красивый. Чистый зеленый город. Офиген. Причем везде. И в центре вот красиво, хорошо, чисто. И там у нас, можно сказать, на окраине Ферганы тоже вот так же чисто, красиво. Здание. Вот это университет. Видите, Фергана. Ферганский университет. Очень красивый. Угу, да. Да, вот. Теперь знаю, где университет в Фергане. Пойду на другую сторону. Мне кажется, там пооживленней. Вот. Как раз зеленый свет. Переходим улицу широкую. Вон светофорчик показывает нам чувачка, который идет. Пум-пум-пум-пум-пум. Идем обратно в район рынка. Сегодня выходной, поэтому все вот эти учреждения и какие-то магазины, большие магазины, все закрыто. Выходной, праздник, День независимости. Ну, кто-то работает, а кто-то и закрыт. Вот, дорожку раскатывает. Кто-то... Свадьба, наверное, да? Что-то свадебное. Здесь. Вот они готовятся к чему-то здесь. Спортцентр. Олимпийский центр. Спортивный центр. Олимпийский. Ну и тут же вот такой домик с печным отоплением. Вон, трубы торчат на крыше. Там кто-то живет. Да, я вижу. Окна открыты. Там что-то происходит. Что-то там есть. Если я вот туда пойду, по этой улице, я как раз подойду к парку. Ну давайте подойдем к парку. Там он парк его. Ограда парка. Да. Вот парень проехал со сладкой ватой. Смотрите, как прикольно, какие окна. Тенистая улица. Что, уже осень, да? Листья? Листья золотые, кленовые. Вообще в Ферганской области все вместе. Фергана, какие-то городки там рядом, наверное. Живет 4 миллиона человек в Фергане и Ферганской области. Сколько населения именно Ферганы? Ну, не знаю, может, миллион. Что-то я не запомнил. А вообще всей области Ферганской там 4 миллиона. Ничего себе. Тут килограмм, наверное, лаваш. Друзья, супер. 22 или 23 тысячи стоит. Вот это. Лаваш с курицей. Да, это с курицей. Сейчас будем пробовать. Первый раз я пробую узбекскую уличную еду. Вернее, общепит. Еще ни разу не пробовал, друзья. Пробовал кофе и какой-то пирожок в Ташкенте на вокзале, на железнодорожном. Вот, здесь такое кафе, видите? Приятное кафе.
Можно было на улице, наверное, сесть, было бы лучше, там прохладнее. Такая классная аллея, друзья. Смотрите, как классно. О, какая кукуруза. Вот это кукуруза, я понимаю, не то что в Индии маленькие, запеченные там и все сожженные практически на этом костре, на углях. Вот такая мне нравится вареная кукурузка большая, как здесь. В Индии я купил эту однажды кукурузу, которую они пекут на углях. Она сухая. Маленькая, сухая. Смотрите, какие цветы вот надо мной. Иду под цветами. Красиво. Здесь розы настоящие. И если вот так пройти до конца этой улицы, там скоро будет уже рынок, главный рынок и остановка этих автобусов. Всяких разных, там большая остановка. Оттуда с этой остановки уходит не только семерка, которая в наш район едет, а в общем-то много автобусов разных. Там такая универсальная большая конечная остановка для кучи городских автобусов. Семейное фото. Счастливая страна. Видите, это фотомастерская, как называется. Это фотосалон, да, фотосалон. Можно там на паспорт сфотографироваться. Много вот таких электросамокатов, электровелосипедов. Но это больше как электроскутер. Самокатов, кстати, я не видел ни разу здесь. Это я сказал электросамокаты, я оговорился. На самом деле, потому что в Турции очень много самокатов. И там я видел прям несколько раз, как люди падали с этих самокатов. Особенно, когда вдвоем они ездят на них. Стоят на этом маленьком самокате два человека и переворачиваются. Вот он стоит один. Вот. Вон там еще один стоит. Но почему-то ни одного катающегося на самокате нет. Вот же он стоит здесь. Да, стоит себе. Вот он. Так, вон уже рынок. Я отсюда вижу рынок. Вот, слева от меня. Он большой, вот этот сам навес, крыша его. Эту крышу видно издалека. Крышу этого рынка. Поэтому мимо не пройдете. Ну и здесь есть еще вот такой магазин. Улица магазинов, похожая на Турцию. Вот такие вот дома с магазинами. Такой турецкий стиль популярен сейчас. Да, вот Mobile Shop, пожалуйста. Колонки, телефоны. Мне нравятся такие магазины. Чехлы для телефонов и стеклышки менять можно. Тоже недорого здесь. Я, правда, не менял, но мне друзья рассказывали, что тут, ну, как бы не дороже, чем в Индии, поменять стекло на телефоне. Вот, например, вот в таком магазине, видите, вот как ремонт телефонов. И их много здесь, кстати. Вот напротив рынка, надо запомнить, мало ли что с телефоном. Вот здесь всякие разные такие магазины, где можно прикупить стеклышко, что-то отремонтировать, может разъем поменять на вашем телефоне. Вон там внизу я вижу большой магазин такой, телефонный. Вот это место, где я в прошлый раз покупал пирожки. Пирожки где-то вот здесь я покупал пирожки. А сейчас я снова куплю пирожки. Вот они, пирожки. Самые вкусные пирожки в Фергане. В прошлый раз я сюда не поднялся, друзья. Тут на втором этаже одни орехи и сухофрукты. Смотрите, красота какая. Это на втором этаже. Вот так вот. Супер. Птичка. Птичка клюет орехи. И ничего ей. Вот так вот здесь. А отсюда видно весь рынок. Смотрите, какой огромный рынок. Огромнейший рынок. О, со второго этажа обзор. Все есть. Супер. Да, очень красиво. Попробовать, спасибо. Рахмат. Москва, Питер.
Владивосток. О, мои сыновья в Иркутске. В Иркутске. А Владивосток еще дальше. Машину купил. Kia. А я ищу, Как там? да, где купить газ для зажигалки. Не могу найти. Газовый зажигалка. Газ заправлять. А, вот Баллончик. снизу спускаетесь. Вниз, да? Вот, по лестнице. Ага. И на правой стороне, и по этому ряду будет... Будет, да, магазин? Хорошо. магазин. Спасибо. Понятно. Сегодня, кстати, с праздником вас. Спасибо. С праздником. О, птичка. Птичка. Ты кто? Улетела. Да. Красота. Прям всякие орехи. Так, он мне сказал, надо спуститься и направо. Там можно купить газ для зажигалки. У меня есть зажигалка турецкая, классная. Газ там давно закончился. Я хочу заправить ее. Но она классная. Такая зажигалка, супер-пупер. Все, супер. Нашел газ для зажигалки, друзья. 15 сум. Баллончик, большой баллон. То они предлагали тут в одном магазине вообще маленький такой баллончик. Он чуть больше зажигалки. Там, наверное, ну раза 2-3 можно заправить эту зажигалку. Ну и все. И смысл такой покупать. Здесь как бы хозяйственный еще рынок. Часть рынка, видите, тут сбоку тут хозяйственные товары. Там еда. Ну и еда тоже. Вот чай всякий разный. Чечевица. Все есть. Хорошо. Рис есть. Опять я вот... Кстати, я вот в прошлый раз-то не был на этом рынке. Да, я был на другом рынке совсем. В этом помещении, в этом зале я не был, когда снимал видео в прошлый раз. Да, я бы зашел, конечно, на второй этаж. Я был в другом совсем. Вон там я был, вон то здание крытый. Это тоже, этот вообще как дом такой. Вы заходите внутрь, он как торговый центр. Типа. А тот просто как крытый рынок под крышей. Как площадь, накрытая крышей. А здесь просто дом. Просто даже дом. Как бы дом. Вот. Смотрите, какие корзинки красивые. Супер. Корзинки красные, желтые, зеленые. Покупаешь такую корзинку, набираешь фруктов туда и ходишь. Вот. Кто-то вот поздоровались, какой-то уважаемый человек прошел, наверное, директор рынка этого. Все раскланялись прямо перед ним. Ну, я нашел, что хотел сегодня. Газ для зажигалки я нашел. И теперь пойдем дальше. Сегодня День независимости Узбекистана. Большой праздник. Наверное, самый большой из светских праздников здесь. Я не знаю, как в Узбекистане Новый год отмечается. Посмотрим. Здесь сегодня 33 градуса. Я сюда ехал на автобусе, на городском, на семерочке. Внутри было жарко, потому что я сидел около окна, а в это окно светило солнце. Ну и я за стеклом там, как в этой. Парниковый эффект. Было очень жарко. А на улице хорошо. Сухо, ветерок обдувает. И, в общем-то, нормально. Никаких проблем. Это не индийская жара. И здесь тоже бывает под 50 градусов. Но это не бывает как бы 3 месяца подряд, как в Индии. Ну, собственно, как в Турции. Очень похожая погода на турецкую. Климат похож на тот, что в Анталии, только суши, потому что в Анталии там все-таки море, и оно дает влагу. А здесь моря-то нету, и здесь сухо. Вот именно так, как мне нравится. Сухо и тепло. Во Владивостоке тоже очень влажно. Я всегда хотел куда-нибудь уехать из Владивостока в другой город. В Арсеньев я хотел уехать, потому что Арсеньев маленький городок, километров 200, наверное, от Владивостока. И там очень сухо. Там нету моря. А река есть. Река. Арсеньевка. Вроде как.
что во Владивостоке всегда влажность. И зимой, и летом. Единственный сухой приятный месяц — это сентябрь, когда тепло и сухо. Вот. Во Владивосток, если вы хотите приехать, то самое лучшее время, чтобы туда приехать, это сентябрь. И здесь вот на рынке ребята стоят, такие парни, и предлагают обменять деньги. Доллары, рубли на суммы. Так что можете вот прямо с рублями даже обменять на суммы здесь. Если вы сюда с рублями приехали, вам будет дешевле обменять рубли на суммы сразу. Будет дешевле, чем в России покупать доллары, а потом менять доллары на суммы. Уже проверено. Ну, не мною проверено, а я ролики на самом деле смотрел на ютубе. Люди говорят, которые здесь давно живут, говорят, что вот так вот будет дешевле. Из-за того, что очень плохой курс обмена рубля на доллар в российских банках. Какой я попал в магазин интересный. Хорошие кепочки такие. Классные. Классные кепочки, тонкие. Кстати, вот что касается еды, здесь в общепите дешевле, чем в Турции, конечно, дешевле. Но дороже, чем в Индии. В Индии, на самом деле, вот по правде говоря, можно поесть дешевле. Ну, если, конечно, там какие-нибудь пирожки покупать, то здесь дешево. А если вот прийти в кафешку поесть, то будет, ну, как бы чуть-чуть дороже, чем в Индии. Потому что в Индии есть вообще дешевые места, а можно бесплатно поесть где-нибудь в храме. Здесь нет, здесь бесплатно не поедите вы. Вот еще компьютерный магазинчик. Всякие вот эти осветители, китайские кольцевые лампы. Хорошие. Удобная штука, если вы, допустим, дома себя снимаете. А вон там я вижу эти роутеры. Может быть, если я себе поставлю интернет проводной, и надо будет купить роутер. Это хозяйственный магазин, хороший. Вот они, веники, я искал. Смотрите. Хороший вот этот вообще из нержавейки сделан. Я искал веник, купил какой-то хлипкий такой турецкий. Это как раз тот самый вокзальчик, где разные автобусы отходят. Надо вот здесь найти остановку своего маршрута. Вот у меня это маршрут номер 7. Вот подошел. Видите, сейчас я на нем вот и поеду. Как раз он подошел. Рокс, помощница моя.